Продолжаем изучать принципы работы с AutoCAD. Следующее, что мы должны рассмотреть, это как создавать новый чертеж и его сохранять. Создавать — это не просто создать чистый пустой файл чертежа, а создавать именно с определенными настройками. Для этого необходимо, вы видите здесь вступительное окно, и нажимаю я на кнопочку «Создать». И появился мастер, который позволяет настроить подготовку этого чертежа. Значит, сам мастер может по умолчанию не появляться. Значит, если его нет по умолчанию, когда вы нажимаете, вот здесь в командной строке необходимо ввести здесь Startup по-английски. Это вызов мастера создания нового чертежа. Когда появился мастер создания нового чертежа, то он предлагает варианты. Открыть чертеж, тот, который у нас уже есть готов. Можно создать простейший шаблон чертежа, более сложный шаблон чертежа по готовому шаблону, ну или уже мастер по детальной подготовке. Значит, я включаю детальная подготовка и нажимаю ОК. Появляется следующее окно, называется расширенная настройка. И здесь необходимо поочередно выбрать единицы измерения. Ну, по умолчанию стоит десятичные, десятичные мы и оставим. Но здесь есть инженерные, видите, архитектурные, дробные, научные. Они нам явно не подходят. Оставили десятичные. Далее угол. Значит, здесь показывается, как будет измеряться угол. Но тоже по умолчанию стоит десятичные градусы. И, видимо, нам так это и подойдет. Вы видите, остальные специфические нам не подходят. Далее выберите направление для нулевого угла. Нулевой угол, то есть будет считаться он у нас от востока против часовой стрелки. Ну, можно, если при желании, необходимо выбрать что-то другое. Далее отсчет против часовой. Да. Там мы выбирали вообще, откуда отсчитывается угол, а здесь именно против или по часовой. Ну и далее площадь. Здесь указываются размеры области, используем для рисования. По умолчанию стоит 420-297. Это лист формата А3. Можем поставить здесь другое, например, там будет у нас 297, а здесь тогда 210. У нас получится А4 или что-нибудь еще другое. Но это самый такой, наверное, оптимальный размер области, поэтому я оставлю, нажимаю «Готово». И вот сам чертеж уже создан. Вот эти настройки общие, они у нас есть. Далее мы строим то, что нам необходимо, и эти настройки будут постоянно применяться. Но можно было открыть просто чертеж. Открыли мы без всяких настроек. И что тогда делать, если в процессе работы вдруг у нас появилась необходимость эти настройки ввести? Ну, тогда придется воспользоваться командной строкой и здесь ввести команду. Вот она подсказывает единицы. И если я нажал, получается вот они единицы. И здесь тоже то, что было у нас в настройках. Здесь есть формат единиц, видите, те же самые десятичные. Градусы те же самые, мы те же оставляем десятичные. Можно здесь точность поставить. Ну, например, тут видите, максимальная возможность какая, там будет 7-8 нулей после запятой. Ну, допустим, оставим 1 0 после запятой. Единицы для измерения элементов, такие вставлены миллиметры. И точность десятичных градусов.
И далее нажимаем ОК. То есть мы уже в процессе создания чертежа это с вами изменили. Ну а вообще говоря, удобно использовать шаблон. Здесь есть в AutoCAD уже такие заготовленные шаблоны. Но проблема в том, что эти шаблоны, они не по нашим отечественным стандартам созданы. Поэтому можно создать и настроить специально свой шаблон. Но это отдельный такой вопрос, и о нем мы будем позже говорить, как сделать для себя шаблон. Там мы можем и текст установить, шрифт какой будет, тип размеров, да, более подробно. И такой шаблон мы всегда можем открывать, создавать новый чертеж на базе нашего шаблона. Ну, после того, когда чертеж готов, еще дальше мы должны сделать что? Сохранить этот чертеж. Сохранить чертеж. И можно сохранить его как? В меню выбрать, сохранить. Раз. Дальше можно еще щелкнуть вот по этой кнопочке, сохранить текущий чертеж. 2. И можно еще в командной строке написать, да, сохранить, да, если есть желание пользоваться командной строкой. Дальше, если мы выбираем и вот нажимаем здесь сохранить, то первый раз показывается такая табличка, где она называется сохранение чертежа. И здесь нам надо указать название чертежа и дорогу, куда положить вот этот чертеж. И обратите внимание еще на один важный момент. Мы можем сохранять чертеж еще не только в формате текущего AutoCAD, но и в предыдущих версиях. Вот они, сколько версий здесь имеется. Версий, начиная от 2013. И можем сохранять его как шаблон. И он будет дальше в дальнейшем, когда мы будем создавать новый чертеж, то будет открываться вот то, что мы сделали сейчас. Можем сохранять как стандарты оформления. Можем сохранять. И можем сохранять в формате не DVG, а DXF, да, в формате таком. Ну, если мы ничего не меняем, только меняем название, то тогда чертеж сохраняется так, как по умолчанию он был. Ну, кроме того, еще можно сохранить чертеж как. И когда мы эту кнопочку выбираем, то здесь раскрывается список меню. И здесь есть возможности сохранения копии чертежа как по умолчанию в формате DVG. Если здесь я нажму, откроется та же кнопка, та же окошко, что было при открытии «Сохранить». Можно сохранить его как шаблон чертежа, можно как стандарты, другие форматы можно сохранить, а можно еще преобразовать, там, например, если мы что-то преобразовываем чертеж. Вот такие варианты сохранения есть. Собственно говоря, все. Так создается подготовленный чертеж и так он сохраняется. На сегодня это будет все.